Привет, дорогие мои! Тема этого расклада – исповедь вашего любимого, исповедь вашего мужчины. Что он хочет вам сказать, но молчит. У него могут быть свои проблемы, причины для молчания, например, неумение выразить мысли или другие проблемы. А вот мы узнаем, когда нам скажут мудрые карты. С одной стороны будет вот это таро белых котов, самое интуитивное, пожалуй, все, что у меня есть. А с другой стороны, колесо года. Вы можете выбрать колоду. Но я хочу сказать, что очень часто бывает так, что один расклад дополняет другой. И в процентном соотношении у всех будет по-разному. Где-то какие-то подсказки, советы вы получите от белых котов, а где-то какие-то подсказки, советы вы получите от колеса года. Но вы хозяин-барин, вы можете выбрать или колоду, или что вам удобно, потому что для меня главное, чтобы вы выговорились, чтобы получили информацию о мужчине. И карты позволят вам узнать то, чего вы еще о нем не знаете. А также для меня важно, чтобы вы с пользой для себя провели время и узнали свое будущее, получили советы от высших сил, то есть от той силы, которая держит все и вся в галактиках. Вы знаете это сами. Итак, я подснимаю себя, потому что расклад буду делать для тех, кто смотрит в данный момент. Это ваш момент. И мы посмотрим исповедь вашего мужчины. Он хочет что-то вам сказать, но молчит. И карты покажут, что именно хочет он сказать. Я уже подсняла эту колоду. Но молчит. Сейчас все прояснится, все узнаете. Обязательно. Так, карты перед вами. Мы начинаем смотреть. Он хочет встретиться с вами. Это рыцарь. Рыцари приносят новости. Они делают встречу возможной. Они как бы ускоряют процессы. Это процессы заработка денег, которые ускоряются. Может быть, он где-то зарабатывает, или в командировке, или по делам. Или, может быть, он деловой человек и очень занят. Но вот рыцари, они делают возможным то, что он скорее будет улаживать все свои дела и захочет с вами встретиться. Он уже сейчас, в принципе, по этой карте спешит навстречу. Я хочу сказать, что иногда его дела это могут быть какие-то треугольники или качели. У каждого свое. Но, во всяком случае, одно понятно, что мужчина хочет с вами поговорить, он хочет, может быть, вам угодить, потому что пентакли – это его подарки, его желание быть с вами, его желание угодить вам. Очень хорошая карта. Карта встреч и свиданий – это карта хороших новостей. Рыцари приносят новости всегда, да? Они меняют жизнь к лучшему в данном случае, потому что это рыцарь пентаклей. Следующая карта – восьмерка жезлов. Одна из самых любимых в колоде, потому что она показывает, что все теперь во Вселенной так устраивается, идет само по себе, что мужчина поймет, что без вас он дышать, он жить без вас не может. И он, конечно, выйдет на связь. Потому что 8 – это бесконечное желание его, а жезл – это страсть. Бесконечная страсть быть с вами, желание быть с вами. И сейчас во Вселенной все так складывается. То есть какие-то люди нехорошие, завистники или же негативно, которые влияли на вас, третьи лица какие-то, или финансовые обстоятельства, бытовые, семейные обстоятельства, которые мешали вашей встрече, теперь все улаживается. Потому что так распорядились высшие силы, что все улаживается для того, чтобы он и вы были счастливы вместе. И еще одна карта повешенной. А это совет вам. Не торопите время. Пока вот все во Вселенной вот так вот происходит, со знаком плюс, все выравнивается, живите своей жизнью. Потому что повешенный говорит, что вы, может быть, его ждете, и у вас каждый раз какое-то напряжение. Придет, не придет, напишет или не напишет, даст себе знать, поймет или не поймет. А если вы живете с ним вместе, может, вы постоянно задаете себе такой вопрос, поймет ли он меня, оценит ли он меня по достоинству, в том смысле, что поймет, что я добрая, хорошая, что я его люблю. Да он знает это, он точно знает, он стремится к вам. И вся Вселенная это знает. Но вам нужно... Вот карта повешенная, это очень мудрая карта. Она говорит, пока руки, ноги бездействуют, голова у вас сейчас обдумывает все. Это на самом деле очень тонкое, мудрое внутреннее действо. Когда вы ищете свой путь,
Потому что с мужчиной, конечно, путь, но все-таки вам нужно пройти свой путь жизненный, да. Эта карта отражает медлительность вообще жизни, потому что медленная жизнь – это счастливая жизнь. Мы знаем это, жизнь – это такое чудо, да. И поэтому в повешенной карте закрыта мудрость сознания, потому что это карта осознания. Мы все знаем, если есть сознание, осознанность, то есть человек живет сознательно, это когда он каждое мгновение жизни проживает осознанно, оно не просто автоматически идет. Тогда есть жизнь. Если человек неосознанно живет на автомате, например, ждет чего-то, еще что-то, в этом есть стагнация. Эта карта не стагнации, это карта осознанной жизни, да, осознанной жизни. Вот, и это дерево жизни ваше. Знаете, что мужчина хочет быть с вами, это дерево его жизни. Он имеет ощущение, что только с вами он может жить счастливо, только с вами он может строить свою жизнь. Здесь, смотрите, здесь замок, здесь ваш замок, и там красный флаг, то есть флаг победы. Мужчина выбрал вас, но вам нужно знать, что эта карта говорит, выберите свою жизнь не в ожидании, а в том, чтобы жить с удовольствием, потому что осознание того, что жизнь прекрасна, приходит через эту карту, и она говорит, что, может быть, эта карта не только вас касается, но и его. Вот в этом случае он осознал, например, если вы поссорились, он осознал свою ошибку, он осознал, что он был неправ. И, может быть, ссора была у кого-то из-за денег, у кого-то из-за родственников, у кого-то из-за сложностей в характере. Знаете, у всех людей есть легкие и нелегкие черты характера. Когда у вас есть соответствие, это когда в основном все черты подходят друг к другу. Но в любом случае будет в любой паре что-то, что не подходит. И если вы поссорились, может потому, что как раз столкнулись лбами те черты характера, которые разъединяют вас. Но сейчас вот он осознал, потому что повешенное сознание, что он хочет быть только с вами, он готовит встречу, он готовит какую-то грандиозную встречу по рыцарю Пентаклей, какой-то грандиозный подарок вам, грандиозную встречу готовит мужчина. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Смотрите, это 10 чаш. И вот здесь в этой карте будущее зашифрованное. 10 чаш – это, конечно, счастливое будущее. Это когда, вот смотрите, вы теперь дождались за все страдания, перенесенные вами и вообще в жизни. Вы дождались счастья. 10 чаш – это не только счастливая семья, это когда очень хорошо жить. Когда вам с этим человеком в будущем будет очень удобно, очень хорошо и вольготно жить. Когда вы начнете жить как бы с нового листа и пойдете, наконец, выйдете на свою дорогу счастья. Вселенная вам покажет вот такой вариант, и вы им воспользуетесь, да? Потому что что такое жизнь? Вселенная нас подводит к разным вариантам, и когда мы осознанны, когда мы вдумчивы, мы не пропустим положительный, счастливый вариант судьбы. И здесь у вас счастливый вариант судьбы, где вот высшие силы делают все так, что наконец-то все сложилось. Наконец-то все сложилось вместе. 10 чаш – это карта счастливой любви, которая заканчивается браком, то есть если вы еще не женаты. Если вы женаты, но до сих пор как-то не выходило понять друг друга, приспособиться друг к другу в быту, потому что мы должны сделать такую вещь, приспособиться друг к другу в быту. Именно приспособиться, поскольку нет человека именно похожего на вас, который будет так мыть посуду, как вы, так разговаривать, как вы. Он другой человек в любом случае. И смотрите, эти все карты, они, одни из самых лучших, я бы сказала, самые лучшие в колоде. Поэтому он хочет сказать, это его исповедь. Что он хочет сказать, но молчит? Он хочет сказать, что с вами он хочет быть очень счастлив. 10 чаш – это счастье. Что он хочет вам подарить весь мир по рыцарю Пентакль. Ведь рыцарь – это кавалер, это заступник, это защитник. Он хочет защитить вас от всего мира, который может вам мешать. Он хочет оберегать, как бы ставить такую, знаете, защиту между вами и любыми другими людьми, которые могут вас огорчить. То есть он вот это хочет вам сказать, посмотрите, но молчит.
что его останавливает? Может быть, секрет его молчания именно в повешенном, потому что он не может выразить это все. Или есть какое-то ощущение, что что-то его останавливает, да? Я хочу сказать просто, что по этой карте повешенный он скоро выйдет на связь, он уже как бы решил, он уже договорился сам с собой, он уже убрал все препятствия, и все сейчас идет к тому, что вы скоро встретитесь, и вы будете очень счастливы. Такой расклад замечательный. Давайте посмотрим, что скажет колесо года в данном случае. Итак, исповедь мужчины, я напоминаю вопрос, исповедь мужчины. Если бы он мог, что бы он вам сказал, да? Ну, смотрите, это восьмерка, это тоже восьмерка, но здесь вот другая немножко атмосфера. Это восьмерка меча. Говорит о том, что мужчина сейчас страдает. Может быть, он или болеет, перенес какое-то заболевание, либо, может быть, у него не в порядке с психикой, потому что он перенес какие-то разочарования в жизни. Может быть, он страдает от какой-то эмоциональной болезни. Может быть, он страдает от того, что на работе не идут дела, начальник плохой. Как-то все идет мимо. Может быть, он страдает, потому что денег недостаточно зарабатывает. Но у мужчины болит душа, и она болит у него давно. Здесь опять, видите, король меча. И эта карта «Король меча» говорит о том, что мужчина сейчас хочет решить эти проблемы. Он не знает, как это сделать. Вот этот камин говорит, что он ищет решение. Это может быть семейная проблема какая-то, мать, отец, дети, по работе проблема, по его самочувствию, скорее всего, тоже что-то. Что-то скрыто, он не знает, почему он так себя чувствует плохо, и он не понимает, почему он такой напряженный, например. Может, у него что-то болит, может быть, двигательная система. Но мужчина здесь, или сердечная, кстати, система тоже по огню, мужчина ищет выход, или, может быть, вас разлучили, обстоятельства, третьи лица, финансовое напряжение. Мужчина ищет выход. Он готов сражаться за вас, он готов сражаться с жизнью, он знает, что придется нелегко ему. И смотрите, это рыцарь, король, вернее, король Пентаклей здесь. Немножко отодвину, чтобы моя рука не сдвигала все. Вы знаете, король Пентаклей, а ведь предыдущий расклад показал рыцаря Пентаклей. Видите, как один расклад может дополнить другой. И здесь идет речь, скорее всего, о том, что мужчина ищет возможность заработать хорошо. Может быть, у него не выходит, может, специальностью он своей недоволен, или предприятием на каком-то он работает. Он сейчас ищет, может, возможность что-то маленькое свое затеять, какой-то бизнес затеять. Он не может сейчас найти решение пока, но два короля – это две стороны его души, как бы две субличности, да. И эти две субличности, они довольно благородные, потому что король меча в данном случае – это защитник. Может быть, с детьми что-то не так у него. Его волнуют дети, напрягают, или дети портят ему нервы, такое может быть. Но кто-то ему или что-то, какие-то обстоятельства портят ему сильно нервы. Но он не сдается по королю меча, он ищет выход. Он ищет выход финансово, прежде всего, и в бытовом плане. Он себе давно запланировал, как он будет жить с вами. Он давно себе напланировал, что он хочет такой устроенной, благоустроенной, счастливой жизни. И он не понимает, почему все его усилия пока идут мимо. Ведь так он видит себя. А значит, рядом и вы. Но он как-то не видит рядом вас по той причине, что он еще сам не такой, да? А здесь вы королева меча, видите? Здесь вы королева меча. Если я эти карты все сравню, я вижу, что король меча и королева меча, в принципе, это пара. Я вижу, что у вас есть много соответствия. Многие вещи вы делаете одинаково. У вас есть притяжение в страсти, эмоции, любовь друг к другу. Многое в нем вам нравится, потому что вы, вот смотрите, вы сами знаете это. Здесь я просто дополняю информацию, спрашиваю у карт, что еще вам нужно узнать. Потому что когда вы с ним встретились или, может, живете вместе, вы не понимаете, почему иногда как коса на камень, потому что это обе очень сильные личности. Вы и он – это две очень сильные личности. Почему у вас не выходит, непонятно.
поскольку и он, и вы умные, интересные. Он и вы хотите взаимодействовать с друг другом. И по характеру где-то вы даже и похожи, где-то вы расходитесь очень сильно. Может быть, он любит больше деньги, чем вы. Может быть, он больше карьерист, чем вы. Может быть, он больше хочет... Но амбиции у него как бы повыше. У вас амбиции, были бы здоровы дети, было бы все в порядке в семье, и слава Богу. Это у некоторых так проиграется. Но вы тоже, может быть, очень амбициозная женщина. И я скажу, если вам, например, еще до 40, вы еще этого не знаете о себе. Если вам уже больше, чем 40, и вы смотрите мое видео, я могу четко сказать, что вы уже начинаете задумываться, как вам реализовать свои таланты, как вам найти себя или в профессии, или вообще в жизни. Понимаете? Как вам найти себя? Потому что вам интересно тоже то, что... не то, что даже вам доход принесет, хотя это тоже важно для вашей пары. Но ведь доход – это не сама цель. То, что приносит доход, вы делаете хорошо. Это свидетельство того, что вы себя нашли. Доход – это просто как бы галочка такая, подтверждение. Я что-то делаю правильно, но вы о себе говорите. Потому что раз это стало вам приносить доход, значит, вы что-то делаете правильно. Здесь я вижу, что и он, и вы имеете одну цель. Вы хотите устранить препятствия, которые между вами возникли. Видите? Вы стремитесь устранить эти препятствия. Ему кажется, что он делает все возможное. Но вы оба люди с критическим мышлением. Вы можете оба быть очень критичны к ситуации. И это такой ваш склад ума. Тройка меча говорит, что вы, может, поссорились недавно. И знаете, вот интересно, что как ссорятся под тройкой меча королева меча и король меча. Вы искали решение вашей проблеме, и он искал решение. И потому что вы оба искали решение, получилось так, как будто вы как будто придирались, что ли, друг к другу. И получилось так, что и он обиделся, и вы обиделись. Но на самом деле 3 – это сложный путь к тому, чтобы найти решение. 3 – это всегда поиск чего-то. Здесь поиск выхода из сложной ситуации. Может быть, это денежная ситуация у кого-то. Вот такая денежная ситуация. Может быть, это фамильная ситуация у кого-то из вас. Но решение-то вы ищете оба. Единственное, что и он, и вы хотите одного – перестать ссориться, сесть в эту лодку и забыть вот эти ссоры, грубые, может, слова, которые были сказаны. Много мечевых карт, а это говорит о том, что решение-то ищется, поток идет, и вы оба очень быстрые в складе ума люди, быстро соображаете, и как бы на перегонки, что ли, с друг другом в данном случае, да. Это хорошая карта вышла, и она говорит, что вот, знаете, такая весенняя карта, весна в душе, да, когда птица поет в душе, когда есть взаимопонимание. Это паж. Смотрите, у нас здесь был рыцарь в этом раскладе. И что делают рыцари? Они меняют все. Они вносят перемены, потому что рыцарь – это профессионал, лошадь – это символ профессионала, который приносит весть о том, что все будет по-другому теперь. Между вами все будет по-другому. Что делают пажи? Это паж, здесь называется принцесса, на самом деле это паж, чаш. Пажи ищут выход, а рыцарь уже приносит новость о переменах. Пажи еще это не перемены. Пажи это всегда хлопоты, заботы, ум новичка, поиск решения, незрелость. Ваши ссоры были незрелые. Это был поиск, потому что пажи всегда поиск. Это еще не решение, но это поиск. Но здесь поиск со знаком плюс. Потому что до сих пор вы концентрировались с ним по незнанию на том, что вас разъединяет. А на самом деле вы 2 сапога пара. Одна масть. Это вы одной масти, вы одной крови. Но на самом деле до сих пор вы как бы искали то, что не нравится. Что не нравится вам в нем. Он, может, тоже к вам придирался. Но сейчас все будет вот так. Это весенняя карта. Это очень хорошая карта.
И она говорит, что сейчас, наконец, настанет такое время, когда и он, и вы поймете, что пришло время или для примирения, или пришло время, чтобы начинать как бы видеть в друг друге какие-то плюсы. Понимаете? Уже вот это осознанное время счастья пришло. 10 чаш. 10 чаш. Кто не верит в расклады, кто не верит, что это язык Вселенной, это лучше, чем любая святая книга. Почему? Потому что святая книга – это слова. Язык устаревает. 2000 лет прошло, язык совсем другой, а символы это те же самые. Мы еще на Земле родной живем, мы еще пока не на Марсе. Поэтому Таро – это самая лучшая духовная книга. Обратите внимание на этот божественный расклад. Обратите внимание на этот божественный расклад. Что вы здесь видите? 10 чаш и 10 чаш. Одна колода подтверждает другую. Одна колода подтверждает другую. Я в восторге от этого расклада. И я сразу вам скажу, что в вашей паре настает время, когда приходит весна в душу. Когда уже все плохое сделано и сказано. И все, и очищение. Потому что тройка меча – это часто очищение души, очищение вашей пары от препятствий. Когда плохое уже сделано и сказано, и больше туда пути нет в это плохое. 2 десятки чаш, а это счастье, это когда в дом полная чаша, когда финансы устроены, потому что без финансов устроенных, в общем-то, не очень-то бывает счастье, да. Здесь счастливые финансы, счастливый дом или квартира, все на своих местах. Родители, дети, никто не наступает на вот эти больные точки, да. Когда дети уже, если живете вместе с детьми, вот здесь они уже вырастают и отделяются. Если маленькие дети, вы уже мудрая пара, потому что здесь повешенный вышел, если вы в семье, вы мудрая пара, вы понимаете, что ребенок всегда эгоист, перетягивает одеяло на себя, и это нормально, и вы на это не реагируете. Вы с любовью ему даете развиваться самостоятельно, с любовью, да. Если вы еще не имеете вот этого, что я описала, вот эта карта. Это рыцарь Пентаклей. Она приносит к вам любовь. Эта карта говорит, что сейчас в вашем пространстве 2 колоды сказали одно и то же. Так что, всегда можно доверять. Сейчас Вселенная показывает вам варианты мужчин. Начинайте с ними взаимодействовать, знакомиться. Начинайте раскрываться в своей красоте. Но раскрываться – это не значит только смотреть «выбери меня». Я выбираю. 10 мужчин, самое меньшее, придется вам, как говорят, перелопатить. То есть рассмотреть 10 вариантов. Нам, девочкам, внушили, больше такого нету, смотри, сколько тебе лет. Вот это все, это такое негативное у нас в нашей молодости, да. Больше так, бери как-то приспособишься, стерпится, слюбится. Нет, не то время сейчас. Время Аватара, время Водолея, весь мир, большая деревня. Кто сказал на Западе плохие мужчины? Кто сказал не чувствовать не умеют? Они тоже из крови и сердца сделаны. Кто сказал там еще на Востоке какие-то мужчины? Нельзя делать обобщение. Все зависит от человека. И на Западе есть золотое сердце мужчины, и на Востоке есть золотое сердце мужчины, и на севере, и на юге. 4 стороны света, 4 стихии. Об этом астрология уже 10 тысяч лет говорит. Выбирать нужно будет вам. Выбирать мужчину, если вы еще не женаты. Вы, может, с кем-то встречаетесь и зависите от него. Позвонит, не позвонит. Придет, придет. Вообще не думайте об этом. Придет, придет. Не придет, не придет. Если придет, шикарно. Значит, у вас есть шанс договориться. Еще раз понять, нужны ли вы друг другу. Не придет, 10 еще стоит на очереди, чтобы вас узнать. 10 еще интересуются вами, а вы интересуетесь ими. И вот еще такая подсказка от повешенного. Когда мы встречаемся, мы, девочки, сразу примеряем его как мужа, да? Повешенный говорит, не делайте этого. Когда мы встречаемся, мы стесняемся спросить. А на самом деле 1, 2, 3 свидание – это наоборот, как интервью.
Да, это как интервью, когда вы у него спрашиваете много, это предпочтение, какое у тебя, как ты здесь, и примеряем его к себе как обувь. И тоже мы в то же самое время ему рассказываем о себе как можно честнее. Мы знаем, что есть чувство понравиться друг другу. Знаешь, как на интервью идете на работу устраиваться. Конечно, вам хочется свои сильные стороны. Поэтому все, что говорит мужчина, уменьшайте в 3 раза. В 3 раза, чтобы не ошибиться, тройка меча. В 3 раза уменьшайте и говорите, окей, все, не влюбляемся сразу, пока не прощупаем его. Пока его не прощупаем, не узнаем. И тогда выбираем того, кого хотим. А он выбирает ту, которую хочет. И если у нас совпадут эти 2 вещи, есть шанс на счастье. А если мы его приспосабливаем к себе, как бы так, немножко здесь подойдет, здесь немножко подпилю, подправлю, здесь это уберу. Но на самом деле это в нашей голове мы все убираем, а он живой человек. И у него, чтобы убрать эту черту характера, длиною в жизнь иногда уходит на это все. Если он вас сильно любит, он может ее убрать. Если вы для него смысл жизни, такое бывает очень часто, а бывает и наоборот. Бывает, проявляется в человеке негативное, проявляется в человеке какие-то внутренние комплексы, страхи, понимаете? Проявляется в человеке какая-то зажатость его. Такой странный свет, но это солнце. Так что я не знаю, девочки и мальчики, может быть, смотрите мои следующие расклады. А я сейчас буду, наверное, заканчивать. Очень странный свет сейчас. Такой странный свет. Это что такое? Такого света у меня никогда не было. Высшие силы. Это точно высшие силы. Высшие силы подтверждают мои слова. Через такой странный свет. Я снимаю на улице уже, сколько я на YouTube? Много-много лет. Вот такого света еще не было. Я верю свету, ведь ко мне приходят все знания, которые я вам открываю, из источника света. Они только оттуда идут. Потрясающее что-то, да? В общем, девочки и мальчики, счастье будет. Если вы только встречаетесь или пока мужчину не имеете, вы сейчас стоите на пороге, выбираете сознательно себе. Вы стоите на пороге новых встреч, новых свиданий, новой влюбленности. И в дальнейшем, я вас уверена, это 1000000%, что вы будете очень счастливы. По-моему, всех сказала, и семейных, и если встречаетесь только, если столько встречаетесь, в самом начале было, не ждите его, живите, он обязательно придет. Девочки и мальчики, смотрите, какой свет. Наверное, все сказала. И это 2 десятки чаш благословения для всех пар. Встречаетесь или еще пока нет, живете, женаты, для всех пар. Вы будете очень счастливы с этим человеком. Очень-очень счастливы. А я вас очень люблю, обожаю. И знаю, что высшие силы вот через этот свет с нами разговаривают. Мы с вами обязательно будем видеться. И очень скоро.